Всем привет! Сегодня я хочу приготовить вот такой вот смачный кусок мяса. Это у меня свинина. Оно у меня без костей, это корейка. И теперь необходимо нам нарезать равномерно это мясо. Толщиной 1-1,5 сантиметра этого будет достаточно. И вот такими вот кусочками нарезаем весь этот большой кусок мяса. Мясо у меня здесь ровно 1 килограмм. Мясо кладем на разделочную доску. Накрываем пищевой пленкой и отбиваем с двух сторон. Мясо я буду солить с помощью адыгейской соли. В адыгейскую соль у нас входят разные специи, поэтому специи другие я добавлять не буду, этого будет достаточно. Солим с двух сторон. На 1 килограмм мяса нам требуется обычной соли ровно 1 чайная ложка сверху. Мясо я переложил в чашу, в которой буду мариновать. И теперь заливаю это мясо сиропом от консервированных ананасов. Теперь накрою пищевой пленкой и убираю на всю ночь мариноваться это мясо. Прошла у меня ночь, и теперь будем готовить наше блюдо. Здесь у меня ровно 200 грамм сыра. Сыр берите обязательно твердых сортов, чтобы у вас при запекании мяса сыр не растекался. И теперь я сюда добавляю 3 зубчика чеснока. И добавляю примерно 2 столовые ложки майонеза. Нам надо добиться, чтобы сырная масса была как паста, чтобы удобно было намазывать на мясо. Если будет мало 2 столовых ложек, добавьте еще 1 столовую ложку. Благодаря добавлению майонеза сыр у нас не будет сухим. На противень я постелил пергаментную бумагу и добавляю немножко растительного масла. И с помощью кисточки хорошенько сейчас распределю масло по пергаментной бумаге. Мясо я достал из маринада, откинул его на дуршлаг, чтобы лишняя жидкость с мяса стекла. И теперь равномерно наносим нашу сырную пасту на мясо. Сыр я равномерно распределил по мясу, и теперь сверху выкладываем кольца ананасов. В банке у меня всего лишь 6 колец ананаса, поэтому я их разрежу пополам, чтобы мне хватило на все кусочки мяса. В серединке я добавил оливки для красоты. И теперь отправляем наше блюдо в заранее разогретую духовку до 180 градусов. Так как у меня это мясо свинина, буду запекать 40-50 минут в зависимости от духовки. Если вы будете готовить с курицей, то вам потребуется 30-35 минут на приготовление этого блюда. У меня духовка старая, поэтому у меня прошел ровно 1 час, и мясо у меня готово. Посмотрите в итоге, какая красота у нас на тарелочке. Можно подать на любой праздничный стол, на новогодний. Готовьте на здоровье, приятного всем аппетита. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.